эмоции. Атмосферный. Мы видали и грязнее. Все выглядит не очень хорошо. Один залез под другой. Я не знаю. Больше живой, чем мертвый. Его окромсал. Все сильно-сильно хуже. Глубокие риски есть. Минус 24 градуса. Не южная страна, не Майами, нет. Неверные данные с датчика детонации. Посыпалось жестко, так пальцем в небо. Тебе это слушать, попадаешь дальше. Всем привет! Выезжаем сегодня. И это, наверное, у нас будет последняя поездка на Хаммере. Примерно вот так вот место. Очень-очень сложно. Ну вот и подошла история с Хаммером к концу. И сегодня мы его передаем уже новому хозяину. Такая вот машинка была у нас в пользовании. Мы на ней покатались. Сделали небольшой тест-драйв. Машина очень хорошая, но она должна ехать дальше. Даже самое, куда и наши все траки. Все едет дальше куда-то. Купили, продали, заработали, поехало все дальше. Поэтому все, Хаммер уезжает от нас. Спасибо тебе большое. Были неповторимые эмоции у всей нашей команды. Все прокатились, все ощутили, как это вообще, как она едет. Конечно, впечатления останутся. Впечатления останутся очень хорошие. Следующая история будет Cybertruck, наверное. Были позавчера мы в Тесле, смотрели на него. Теперь интересно взять его, как он будет ехать. Стоим в очереди, ждем пока этот автомобиль и посмотрим, как он будет ехать. Ну все, до скорой встречи. Скоро покажем вам Cybertruck. Давайте, ребята. Всех приветствую у нас на канале. Сегодня у нас вот такой вот пациент. Это G4NG мотор с Kia Hyundai гибридный, 2-литровый, атмосферный. Я уже как-то один раз в видео показывал ремонт этого мотора. Мы меняли полуподдон. Но у этого пациента сегодняшнего у него стучит какой-то из шатунов. А может быть даже несколько. Поэтому сейчас я вот его разберу полностью, отдефектую. Мы закажем запчасти и будем его восстанавливать. Начнем. Средней частоты, но мы видали и грязнее. Как-то так здесь все выглядит. Разбираем дальше. Конечно, грязно. Масло менялось плохо. А вот и виновник нашего торжества. Вот здесь вся проблема, здесь стучит. Но, естественно, мы будем разбирать все. Я вижу, что здесь и коренные шейки потерты. Не критично, но потерты. Все выглядит не очень хорошо. Будем чинить. Самое интересное здесь. Вот такая вот здесь печалька. Вкладыш провернула, один залез под другой. И вот такой вот мы имеем результат. И с коленом все очень-очень печально. Но мы будем использовать другой коленвал, поэтому это не беда. Сейчас я разберу дальше, вытащу коленвал, сниму голову. И мне самое важное узнать, в каком состоянии все-таки блок двигателя. То есть цилиндры, есть ли там задиры, в каком он состоянии. Это очень важно, поэтому сейчас узнаем, что там внутри. А в соседнем, кстати, есть определенные повреждения вкладыша, но в общем-то он не изношен. Почему провернула тот, я не знаю.
что и вот в таком состоянии тоже есть повреждения, но скорее всего это из-за стружки, которая с третьего шатуна. А так в принципе он не изношен. И в первом такая же картина. Есть небольшой износ, но скорее вот видны какие-то вкрапления стружки. Скорее всего, когда провернула третий, стружку погнала по системе и начала уже повреждать все остальное внутри. Моторике Hyundai уже используют гидрокомпенсаторы, в отличие от обычной их системы. Ну, как они закисли хорошенько, придется выдергивать. Но, тем не менее, здесь уже используются гидрокомпенсаторы. Четвертый поршень, но больше живой, чем мертвый. Третий, который стучал. Есть повреждения, конечно, на нем, крапления стружки, не очень хорошо выглядит. Поршень номер 2, ну, в принципе, не так грустно все. И поршень номер 1, тоже, конечно, стружечка здесь немножечко поработала, но, в принципе, все не так страшно. Шатун номер 3, конечно, да, его покромсало. Да, крышки распредвалов в совсем не очень хорошем состоянии. Причем все. Печальненько все выглядит, очень печально. Стружка, которая летела из-под шатуна провернутого, попадала в масляную систему, попадала сюда и творила вот такую вот неприятную вещь. Должен заметить, что постели распредвалов в гораздо более лучшем состоянии. Вот эти вообще отличные на впуске. А на выпуске, конечно, вот здесь есть повреждения, здесь небольшие, здесь практически нет, здесь более или менее хорошо. А вот с крышками все сильно-сильно хуже. ГБЦ, в принципе, выглядит неплохо. Здесь каких-то явных проблем я не вижу, кроме того, что все грязно. Я, конечно же, ее еще проверю на герметичность обязательно. Но, в принципе, я думаю, с ней все в порядке. Коленвал, конечно же, имеет повреждения, особенно на третьей шейке, там, где провернула вкладыш. Все остальные шейки, в принципе, достаточно хорошо. Ну и видны небольшие потертости. Я думаю, что, скорее всего, это стружка, которая гнала, немного повредила. Но, в принципе, все шейки, кроме третьей, в удовлетворительном состоянии. Но, как бы мы этот коленвал использовать не планируем, у нас есть другой коленвал для этого мотора. А самое важное — состояние блока. Сейчас перейдем к нему. И что же мы видим здесь? Видим повреждения в четвертом цилиндре. Здесь также они видны. Третий цилиндр — самые жесткие повреждения, просто очень большие. Второй цилиндр тоже есть повреждения, немного меньше. С обоих сторон здесь глубокие риски есть. И первый цилиндр тоже есть повреждения с обоих сторон. Блок выглядит совсем не в удовлетворительном состоянии. Скорее всего, мы будем использовать другой блок. В общем, такая вот была дефектовочка. Сейчас мы оценим, какие запчасти мы у меня, какие оставим. И позже я покажу, как я буду собирать этот двигатель. Ну вот, дорогие друзья, и наступила зима. Сегодня мы приехали забирать на Манхайме вот такой автомобиль. Hyundai Sonata. Сейчас будем выезжать. Такая вот Sonata у нас. Холодно на улице, ужасно. Заводится. 104 тысячи пробега. Давай, газуй. Вперед. Назад. Я думаю, придется нам ее толкать. А нет у нас ни лопаты, ничего нету. И очень-очень холодно. Давай назад. Вот такие холодные зимы в Чикаго. Очень холодно. Минус 24 градуса. Офигеть. Немножко повезло. Дверь закрылась одна. Выехали с Манхайма, но это очень холодно сейчас. Короче, здесь сегодня не южная страна, не Майами, нет, ребята. Холод сумасшедший. Пару дней назад вообще было 25 минус, а то и больше. Сейчас вот так вот. Такие снежные машины ездят, все убирают потихонечку. И мы движемся. Что делать, если у тебя сломался повторитель поворота в левом зеркале, а у тебя есть только с правого зеркала? Правильно, поставить его с левой стороны. Допустим, вот так вот. Не, ну в принципе нормально, я думаю, пойдет. Это не подснять, потому что выглядит это очень эпично. То есть это выглядит вот так вот. Расскажу, что это и зачем.
Это был такой небольшой эксперимент. У нас была проблема с автомобилем после ремонта двигателя капитального. Он постоянно в определенных условиях, когда машина нагрета, на хайвей, когда ты едешь больше 100 км в час и резко бросаешь газ, машина выпадала в ошибку. Основная ошибка это была по NOx-сенсору, по датчику детонации. То есть ошибка, не помню, как она звучала точно, но расшифровывалась как неверные данные с датчика детонации. Мы переискали все на свете. Мы меняли датчик детонации, мы меняли инвертор, потому что там еще параллельно ошибки были по инвертору. Мы даже отвезли машину к официальному дилеру, который проверил, нет ли зазора лишнего на шатунных подшипниках. Они апдейтнули нам прошивку блока управления двигателем, отдали нам машину, сказали, все окей, мы все починили. Но мы вчера начали ехать, и у нас случилась та же самая проблема. И я ради эксперимента кинул экранированный провод от датчика детонации прямо в блок управления двигателем. Вот так это выглядит. И, о чудо, ошибка ушла. Вот такая, оказывается, была проблема. Проблема оказалась в жгуте проводов. Хотя перед этим мы прозванивали полностью всю проводку, прозванивали тестером, прозванивали под нагрузкой, и никаких проблем таким образом мы с проводкой не обнаружили. Но так как датчик детонации, он очень чувствительный, и его провод на самом деле должен быть экранированным. Возможно, были какие-то наводки, возможно, были какие-то еще проблемы в этом жгуте проводов, что давало вот такие неверные данные. Честно, мы очень много времени потеряли, чтобы найти эту проблему, но мы ее нашли, и это очень радует. Так как машина уже в деле и все починено, хотели бы у вас спросить такой вопрос. Как вы считаете, нужно это переделывать или просто оставить так же само? В принципе, просто здесь повесить такой щилдик Wi-Fi don't touch. А что, это кастом, красиво, желтый провод. Возможно, лучше оставить как есть. Мы приехали на официальный дилер Hyundai, потому что машина белая, была здесь у них 2 дня, и они нам чинили NOx-сенсор, датчик детонации. А мы сейчас привезли им машину и показали, как мы решили эту проблему, а у них решить эту проблему не получилось. Механики на официальном сервисе просто офигевают от модернизации. Не будем говорить, кто это сделал. Теперь, как минимум, нам должны выдать патент на это изобретение. Продолжим историю про 2-литровый мотор G4 NG с гибридной Hyundai Sonata. Мотор я в прошлый раз разобрал. Мы увидели там, что у нас поврежден сильно блок цилиндров, то есть цилиндры сильно повреждены. Мы увидели, что есть задиры на постелях распредвалов. Вот эти постели тоже не в очень все хорошем состоянии. Распредвалы тоже погрызаны чуть-чуть. В общем, приехали запчасти. Я сегодня буду собирать этот мотор. Мы заменим поршни, мы заменим шатуны, естественно, вкладыши коренные, шатунные полукольца, прокладочки, сальники. И мы вместо вот этого блока будем использовать вот этот блок. Он в хорошем состоянии, в отличие от этого. И мы на вот этом блоке будем собирать этот двигатель. Также мы заменим постели распредвалов на другие, так как они в лучшем состоянии. И распредвалы тоже поставим другие. У нас есть другого мотора остаточные запчасти. Годные остатки, так сказать, мы будем использовать в этом моторе. Я сейчас немного подготовлю мотор к сборке. Еще гляну насос в каком состоянии, который в крышке здесь установлен. И буду собирать этот мотор. Посмотрим, что из этого выйдет. Еще забыл сказать, конечно же, мы будем использовать другой коленвал. Этот коленвал у нас расточен, первый ремонтный размер, и мы его будем использовать. Сейчас я промерю коренные шатунные шейки и посмотрю, какой там допуск, чтобы у нас с размерчиками было все в порядке. Выставляем нолик. И сравниваем с размером коренной шейки. У нас где-то 4 сотки получается зазор. Зазор в 4 сотки меня полностью устраивает. Я сейчас промерю все остальные шейки, и коренные, и шатунные, и буду собирать низ. Протянуты, коленвал крутится хорошо. Теперь буду собирать шатунные. Мы будем использовать новые шатуны и новые поршни. Сейчас я промерю все шатуны с вкладышами ремонтами на соответствие зазора. Здесь меня полностью все устраивает, поэтому проверяю все остальные и собираю дальше, вставляю шатуны и поршни.
крутится легко, без закусываний, поэтому собираем дальше. Хотелось обсудить одну тему по поводу ремонта высоковольтных батарей. Неважно, это Toyota, Kia, Hyundai, Ford или что-то другое. Но чаще всего выходят из строя вот батареи высоковольтные с Toyota, которые собраны на никель-металлогибридных элементах, поэтому как бы они чаще всего создают какие-то проблемы. Ну, плюс их очень много, и они сильно долго эксплуатируются. Но не об этом. То есть, о чем хочется сказать. Часто люди, которые пытаются ремонтировать эти батареи, берут тестер, меряют напряжение, находят какие-то ячейки с низким напряжением и такие: вот, да, это элемент, который нужно заменить, и я сейчас починю батарею. С одной стороны, конечно, да, это косвенно подтверждает, если элемент слишком как бы деградировал, его нужно заменить. Но это не панацея, это вообще не говорит о том, что ситуация действительно такая. Возьмем пример. Допустим, вот эта батарея, когда я ее только разобрал и промерил все ячейки, у нее разбег был 0,8 вольта, то есть 0,08 вольта, то есть идеальный просто разбег, минимальный вообще. Но когда я поставил эту батарею на стенд и под нагрузкой ее, сначала я ее зарядил, потом под нагрузкой начал разряжать, у меня посыпалась куча элементов, причем посыпалась жестко. Вот я, допустим, покажу, что результаты теста, и вот мы видим, что некоторые элементы тут просто вообще на дне. В итоге мы имеем вот остаточная емкость в процентах. Мы видим, что вот здесь есть элементы 8%, 8%. 9%. То есть разбег по емкости просто колоссальный. Хотя на первый взгляд напряжения были прекрасные. Поэтому люди, которые меряют напряжение и на фоне этого пытаются ремонтировать батареи, это, конечно, классно. Это как пальцем в небо. Можно и угадать. Но, опять же, я лично не считаю, что это правильный ремонт батареи. Так как ты можешь пальцем в небо тыкнуть и угадать, а можешь и не угадать. Вот владелец этой батареи, он ремонтировал эту батарею именно таким образом. Он промерил напряжение, заменил там несколько элементов, которые он заказал на eBay. Но машина никуда не поехала, что, в принципе, было ожидаемо. И вот теперь батарея у нас, и он, как говорится, сэкономил. То есть он заплатил другим ребятам, которые сняли, поставили эту батарею, заменили наугад 3 элемента. И теперь он снова платит за полноценный ремонт батареи. Поэтому напряжение на элементе и его остаточная емкость — это две принципиально разные вещи. И когда люди говорят, что нужно промерить напряжение, мне кажется, что люди даже не имеют каких-то базовых знаний, понимания принципов работы вообще всех аккумуляторов и высоковольтных сборов. И иногда просто дико это слушать. Честно, меня это возмущает, и я вот так вот эмоционально на все это реагирую. Поэтому, когда вы ремонтируете батарею, нужно как минимум узнать остаточную емкость всех элементов. И уже на фоне этой информации как-то менять какие-то элементы или ячейки. Все остальное пальцем в небо. Ткнул, попал, повезло. Не попал, что чаще всего бывает, значит, попадаешь дальше. Обязательно делаем несколько оборотов двигателя, чтобы убедиться, что все метки ГРМ на месте и все у нас в порядке.
для 2-литровой гибридной Sonata G4 NG готов к установке в автомобиль. Is $56 showing delinquent fees. Another Harley. Here we go now. 7, 6, 5, 1. Now 5 down, 1 down, 5100 down, 5 good, but 1 down, 2, 2 down, 3 down, 4 down, 500, 5600 down, 7 down, 8 down, 8 down, 9 down, 6 down, 1 down, 1 down, 1 down, 2 down, 2 down, 3 down, 3. 4 down, 4 down, 500, 500, 500, 600 down, 7, 67 now, 8. 9 down, 9 down, 8 down, 9 down, 7 down, 1 down, 2, 2 down, 2, 3 down, 2 down, 3 down, 4 down, 500, 500, 500, 500 down, 70, 500, 500 down, 600, 600 down, 70, 500 down, 600, 600 down, 7. Anybody else hold 7, 7, 7, now be, 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 now 9 gonna be 9. Now 70, 800 down, 9 to 9 to 90, 800 down, 90, 90, 90, 99, now 78, now 9. Now be, 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 now oh be, now 7900, now be, now be, now be, now be. 7900 to 250. Thank you. Don't forget. Мотор готов к установке. Сейчас закинем его в машину, зальем все жидкости, попробуем завести. Мотор без свечей, чтобы он не завелся, чтобы прокачать масляную систему. Так иногда лучше для мотора. Первый старт, попытка номер 1. Машина завелась, но немножко дым пошел. Сначала, конечно, мотор немного потарабанил, потому что масло не дошло еще до верху и гидрокомпенсаторы не набрались. Но спустя 2-3 секунды уже мотор заработал нормально. Нам пришлось быстренько заглушить, потому что в выхлопной системе собралось какое-то количество масла, и мы не хотели, чтобы пожарные датчики сработали, к нам приехали пожарные. Поэтому мы сейчас все это дело до конца соберем и потом уже выйдем на улицу, проедемся. Но я думаю, все у нас получилось. Машина вчера постояла, поработала около получаса. Никаких посторонних шумов, звуков, ничего того, чтобы не нравилось, как бы мы не обнаружили. Я сегодня заехал на подъемник, глянул на предмет всяких течей, чтобы ни масло, ни антифриз, ничего другого не текло. Все в порядке, поставил нижние каверы. И вот сейчас заведу ради интереса, просто посмотрим, как она работает. Ключик здесь у нас. Машина теплая, батарея не разряжена, поэтому включим печку, чтобы машина завела двигатель. Мотор работает достаточно приятно, поэтому я думаю, у нас все получилось. Починено.